называется The Main Square. Представляете, здесь нет пешеходных переходов. Сейчас нам нужно переходить дорогу. Машины даже не стоят в одной линии. Но здесь нет другой возможности. Ты просто должен идти. Привет. But you're so old, I can't believe a class was like 17 and 18 years old. Yeah. Break your leg. Интересно, в Египте везде стоят такие штуки, люди с оружием, которые охраняют туристов. В общем, это для защиты в случае, если им придется стрелять. Они становятся за такие защитные щиты. Представляете? На Помпея в Александрии огромная. Если вы подойдете ближе, вы почувствуете ее размер. Представляете, это такая маленькая часть какого-то огромного сооружения. Осталось, там еще есть сфинксы вдалеке. Посмотрите, каким городом это все окружено. Дома просто разваливаются. Честно говоря, в Александрии. Я не знаю, как люди тут живут. Look at this boy. Yeah, Right in the I didn't know this place up. Where you can go the mall. Знаменитая, старинная, самая большая в мире библиотека в Египте не сохранилась, но вот в Александрии они построили современную библиотеку. Это тоже одна из самых больших библиотек в мире. К сожалению, нам не удалось взять гида, мы пришли довольно поздно, хотя гид здесь бесплатный, но нам уже не досталось ничего, потому что этот город закрывается, но мы хотя бы можем насладиться этой архитектурой. Архитектура очень приятная, интересная. Не знаю почему, но мне вот этот верх немного напоминает, кстати, Гауди. Sagrada Familia. Можете найти что-то типа музея внутри, печатные машины старинные. Такие интересные образцы вы можете найти в библиотеке Александрии. Интересно, нам посоветовали ресторан, называется ГАД, с национальной кухней. И несколько людей знают его, но интересно, что они дали нам очень старое меню и сказали, меню старое, а цены здесь тоже старые. Оригинально. Ты на самом деле не знаешь цен. И меню действительно очень старое. Я не понимаю, почему они не могут его обновить. Yeah. So I want the mocha soup because I've heard about totally. What is the name of the soup and what? Mocha. Мы всегда стараемся пробовать местную кухню, и в Александрии не исключение. Находимся на ЖД вокзале в Александрии и собираемся ехать на поезде в Каир. Единственная проблема, здесь все написано на арабском, вплоть до того, что мы даже не понимаем цифры. Не знаю, как мы сейчас найдем свой перрон, будем спрашивать у людей. Люди в основном не говорят по-английски. И, кстати, когда мы приехали из Ганы, конечно, мы прилетели в аэропорт в Каире, и из Каира мы ехали на такси. Это стоило недорого, на двоих мы заплатили всего лишь $50. Я считаю, что это очень хорошая цена, потому что мы ехали больше 3 часов. Но, честно говоря, это была ночь, и наш водитель был немножко крипи, это целая история. В общем, напугал нас ужасно, и Квапс больше 3 часов просто не спал, потому что он волновался по поводу этого водителя. И
Да, у него сработал рефлекс защитника. Смотрите, как прикольно тут выглядят чипсы Lay's and Cheetos. Еще один неприятный момент, что таксисты в Египте все время хотят тебя обмануть. Поэтому я рекомендую вам всегда вызывать Uber. Uber дешевле. И Uber дает вам цену, гарантию, вы знаете, с кем и куда вы едете. Но наш друг из Канады, он ехал поездом, и мы решили попробовать. Но, кстати, классно, все-таки на билете здесь есть информация на английском. Видите, город, куда вы едете, Coach and Seat, они написали. Это здорово. Ой. Чел, который проверял наши билеты, попросил наши паспорта, потому что он единственный иностранец в всем поезде. И он сказал, что ему нужно проверить наши паспорта, и просто унес их. Мы хотели его остановить, но тут человек рядом нам сказал, что все в порядке, подождите, он сейчас придет. И вот мы сейчас в полном стрессе, не знаю, мы ждем его. Придет он или нет, вообще, если честно, довольно стрёмно. И сказать по правде, наше путешествие очень интересное. Я люблю такие путешествия, но все-таки, если вы едете в Египет, я не советую вам путешествовать так, если вы, например, девушка, да. Потому что вчера 5 минут я побыла без кварца, было жутковато. Огромное количество внимания со стороны мужчин. Все хотели меня куда-то увезти. Вот. И, конечно, если вы едете в такого типа поездки, вам нужно иметь мужчину накачанного рядом с вами. Тогда вы будете чувствовать себя комфортно. Короче, слава богу, вернул нам наши паспорта, но сказал, что мы должны ему доплатить. Представляете? Причем доплатить еще по $25 с человека, то есть билет стоит $25. Мы ничего доплачивать не стали. Слава богу, Квапс сохранял квитанцию об оплате. Вообще, если честно, я думаю, что он просто хотел с нас денег. Как-то так выглядит наш поезд. И очень грязные окна.